Сегодня радостный творческий день. Я взял 2 холста 50 на 70 и из Гурзуфа отправился в Ялту. К 11 часам я договорился писать очаровательную Эльмаз, с которой я на днях познакомился в Ялте и предложил ей позировать. Мы сегодня творчески 2 часа писали. Я писал портрет, написание которого я покажу вам довольно подробно, но не сейчас. После этого портрета я написал еще одну работу, пейзаж, творческий пейзаж, который мне давно хотелось. Я писал с этой же точки, из этого же кафе, этюд акварелью, и с посылом, что я приеду писать маслом. И 50 на 70 с большим наслаждением завершил. Эту работу тоже покажу, как она писалась, подробно. Сегодня просто небольшими фрагментами, а потом отдельно смонтирую видео, где все будет видно. В прошлом видео я рассказывал про столбик, на котором была надпись «Тексты я закрасил». И вот Алексей Шалашов пишет, что зря закрасили текст. Нельзя свой творческий порыв в современном искусстве прятать под краску невежества окружающих. Да я не прятал, просто смена экспозиции. Я захотел поставить ангела, пусть он постоит, желательно долгое время. Но к нему этот текст не очень подходил, поэтому лучше он без текста. Провисел год текст, нормально. Пусть теперь ангел, защитник и влюбленных порадует всех нас. Здесь на горе действительно вечерами собираются влюбленные, и хочется, чтобы было всем приятно. Александр Никифоров, приставочка «член Союза», открывает больше возможностей в реализации своего творчества. Да, могут отдельные работы самоучека продаваться, но слово «член» – это почти что «Сезам, откройся», с уважением. Александр, во всем мире нет такого понятия «член». Там просто есть понятие «художник». Это очень высокое, больше, чем член, художник, понятие. Может быть, это и влияет на кого-то, «Сезам, откройся». Но мне кажется, что качество работа сама, вот что человек написал, мне лично до лампады. Член он, перечлен, корреспондент, не корреспондент. Вообще, хоть, я не знаю, дядя Вася из какого-нибудь Бакланищенска. Если из-под его кисти выходит то, что меня цепляет, я не буду смотреть, лично я только свое мнение высказываю. Не буду смотреть ни на какие бумажки, даже читать не буду, какой он там член или не член. Имя Врубель для меня больше, или Коровин, чем какой-нибудь он там член. Я даже не знаю, был он каким-нибудь членом или не был. По крайней мере, биться головой об стену, носить на эти сборища, так называемые худсоветы, свои работы, чтобы тебе голосованием, приняли или не приняли, мне кажется, это унизительно. Но это мне. Тем более, когда на тебя смотрят свысока, все эти сидящие в президиуме, вот так вот даже к ним подходишь, они в твою сторону не смотрят, и через губу там на какие-то вопросы. Ты всегда с прогибочкой, вот так вот, с поклончиком. Но это же традиция такая. Согласитесь, ребята, все же через это наверняка проходили. Либо надо с ними выпивать, да не хочу я с ними выпивать. Либо нужно писать серо, как я не знаю кто, чтобы тебя проголосовали. То есть писать так, как ты не хочешь. Я хочу писать так, как я хочу. У меня накипело, потому что я 3 или 4 раза носил свои работы в МСХ, Московский союз художников. И я там нагляделся, насмотрелся. И не только я один. Больше я туда не пойду. Да, я член, все же член Союза художников России. Туда я принес свои работы. Они даже сразу на ура, без всякого. И на этом собрании мне ректор одной академии предложил, работать в академии преподавателем. Да не пойду я просто преподавателем. Я очень ценю свободу. Преподавателем живописи. Я поблагодарил и вежливо отказался. Ладно, поедем дальше.
Любовь Кашкирова. А не пробовали вы писать разными стилями ради интереса? Было бы интересно увидеть такие опыты. Но я как-то в видео показывал свое разностилие, разнотравие такое, когда учился в Строгановке, и до этого, и после. Меня же увлекали различные течения. И в каком-то видео, там написано, по-моему, мои ранние работы, я очень много показал различных ранних работ, включая вот это разностилье. А потом, ну, хорошо, что значит ради интереса? Ради интереса я пишу так каждый день, как вот чувствую. Этот интерес рождается в момент, когда я ставлю холст. Я вот сегодня ехал в Ялту с этим 50/70. Я написал портрет, и вот ставлю холст, понимаю, что я хочу здесь написать, но не сразу приходит решение. Более того, оно начало проявляться в момент закладывания отношений, в момент каких-то вот первых, вторых прописей. Я почувствовал эссенцию. Это всегда так. Есть предощущение, что ты вот что-то здесь, вот из этого можно извлечь музыку, ну, написать что-то такое, ну, вещь. Может не получиться. Это зависит от каких-то, я не знаю, стечения обстоятельств, от кучи всяческих причин, от настроения, может быть. Но я почувствовал сегодня состояние такое в ударе, когда просто, ну, очень подъем такой сильный разрывает сердце на куски. Ну, от внутренних таких вот переживаний. Я просто любовь очень ценю каждый день жизни, и мне не хочется этот день тратить просто на что-то такое ради интереса. Хотя, может быть, в ваших словах какая-то вот глубокая мудрость. Собственно, я хочу подчеркнуть, что ради этого интереса я и пишу каждый день по-разному. Мне хочется быть в удивлении. Оно само происходит. Из этого удивления каждый раз рождается что-то удивительное для меня. Тата П. Спасибо за подробный ответ. Как быть с тем, что как прыщ на глазу у всех, когда вышел с мольбертом? Все лезут, мешают соединиться с пространством. Хотят сами соединяться с художником. Ну, соединиться с пространством мешают, да? Ну вот море, например, я сегодня купался, много людей купаются рядом, но это мне не мешало соединиться с морем, с вот этой прохладой моря в жаркий день. Ну, не очень сегодня жаркий. Ну, смотрят они на меня, я на них. И что? Ну, улыбаемся друг другу. Нормально. Но советовали же Тата П. недавно ребята наушники одеть, как будто вы что-то там слушаете, даже если вы не слушаете ничего. Я думаю, что хороший метод. Я думаю, вряд ли кто-то будет беспокоить. В конце концов, будет беспокоить, а вы на него просто глазите и в такт что-нибудь там мама. Ну, я думаю, быстро уйдут. С другой стороны, вот когда ты пишешь, это настолько глубокое возникает чувство, связь с пространством, настолько глубокая, что все вот эти мелочи, насекомые, я не знаю, собачки, птички, люди, которые как бы здесь вокруг, вы их накрываете, обнимаете всех вот тем трепетом, который больше, чем этот какой-то комариный укусик. Или просто реплика какой-то. То вы даже ее не слышите, потому что настолько вас переполняет эта, любовь к пространству, что это, наверняка вы понимаете, о чем я говорю, потому что живопись – это всегда трепет. Не сомнение, получится, не получится, а трепет, восторг. Вот надо поймать этот восторг, из него писать. Если его нет, тогда, может быть, действительно закрыться в чащу куда-то уйти, где никого нет, и потихоньку, раз никого нет, то можно и не потихоньку. В общем,
вести себя так, как хорошо. Никого ж нет. Так, вы кнопочки-то там нажимайте какие-нибудь, которые помогут развиваться каналу. Комментарии пишите, скидка есть, уроки есть, школа работает. Заходите. Как преодолеть страх в живописи? Я пишу 5 этюдов вот в эфире, в этом видео, и показываю, что все те зажимы, вот получится, не получится, они постепенно уходят, если вы применяете некоторые методы. Да? Ну вот первый из них это взять, да и не писать на больших холстах, а писать на маленьком формате, да еще так приличной кисточкой. Вот этот даже метод не позволяет вам увязать в бесчисленных деталях, а писать, мыслить обобщенно, мыслить, видеть широко, и просто этот маленький формат, он вас настолько дисциплинирует, что у вас нет возможности писать, ну что, мелкой вообще волосяной кисточкой разве что тыкать. Но вы постепенно приучаетесь писать целостно. Это только один из приемов. Об остальных вы посмотрите в видео.